Всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Практически каждый человек рано или поздно задумывается о том, чтобы открыть собственный бизнес и из наемных работников перейти в лигу предпринимателей. Но почему бы и нет? Я об этом тоже мечтала несколько лет и в итоге добилась своего. Да, бизнес у меня не гигантский, но потихоньку мы растем. Поэтому подписывайтесь на канал, я еще о многом буду рассказывать интересно, какие секреты бизнеса, например. К сожалению или к счастью, всем предпринимателям, новичкам приходится самостоятельно разбираться с тем, как выбрать нишу, найти своего клиента, продвигать продукт. В этом видео расскажу, как не повторить типичных ошибок начинающих бизнесменов, и у меня были ошибки, также как подготовиться к выходу на рынок и заложить первый фундамент своего дела. Потому что многие, кто мне задает вопросы, задают то, о чем вообще не стоит даже заморачиваться. Встречаются даже такие вопросы, с которыми человек, возможно, вообще никогда не столкнется. Но сначала хочу сказать, какой бизнес все-таки актуален сейчас. Кризис 2020 года сделал самым актуальным бизнес в онлайне, поэтому при выборе идей для бизнеса с нуля сразу продумывайте и онлайн-версию. Если откроете домашний детский сад, например, позаботьтесь об аккаунтах в соцсетях и придумайте инфопродукты для родителей, удаленные занятия по видеосвязи, какие-то варианты, которые сможете использовать, если вдруг снова наступит карантин. Если откроете точку фастфуда, предусмотрите возможность онлайн-заказа. Неважно, что вы в конечном итоге выберете, у вас должен быть выход в онлайн, то есть работать через интернет. Итак, основные ошибки и их решения. Первая ошибка – не посчитана точка безубыточности. Многие начинают бизнес, даже не посчитав, сколько в какой период нужно продавать, чтобы выйти в ноль. Это важно, потому что многие бизнес-модели отсекаются еще на этом этапе. Посчитать точку безубыточности просто. Вы считаете, сколько несете расходов в месяц, и потом считаете, сколько вам нужно в месяц продавать товаров или оказывать услуг, чтобы эти расходы окупить. Если цифра слишком большая и кажется вам нереальной, то лучше за такой бизнес не браться. Если же вы считаете, что сможете продавать нужное количество товаров, чтобы покрывать расходы или начать покрывать расходы через несколько месяцев, то можно думать об этом бизнесе дальше. Пока у вас в голове нет полной финансовой картины бизнеса, брать деньги в долг или даже использовать свои сбережения не стоит. Бизнес начинается с идеи. Потом идет выбор ниши, выход на свою аудиторию и разработка карты товаров. Если нишу еще не выбрали, посмотрите мои предыдущие видео, ссылка в описании. Это также копирование. В начале пути хорошо оглядываться на лучших. Ориентируясь на лидеров ниши, подумайте, чем ваш продукт выделится на рынке. Еще большая ошибка – это когда интересы покупателя не на первом месте. Клиента интересует не бренд, а то, что он может дать. Еще ошибка – это когда думают, что все должно быть идеально. В начале своего бизнеса хочется, чтобы все было правильно и красиво. Покупается самое современное оборудование, создается самый функциональный сайт, ремонтируется офис, ну и так далее. Стремление к лучшему полезно, но есть одно но. Прежде чем тратить деньги, проверьте работоспособность своей бизнес-модели. Собираясь сделать дорогой дизайн сайта, сначала убедитесь в том, что ваши услуги или товары вообще востребованы. Или если, например, вы открываете магазин, прежде чем делать дорогой ремонт, попробуйте начать продавать в том помещении, которое есть с минимальными вложениями. Если продажи будут идти и место в данном районе города будет приносить хоть какую-то прибыль, тогда можно расширяться или делать крутой ремонт. Поэтому не вкладывайте значительные суммы, пока вы не убедитесь, что сам продукт людям нужен. И не нужно доводить все до идеальности. Начните с тем, что есть, и постепенно развивайте и улучшайте. Если кто-то скажет вам, что создать с нуля собственный бизнес может любой, не верьте. Далеко не любой и не каждый. Не смогут люди, которым что-то делать лень, например. Не смогут люди, которые считают, что за них кто-то что-то должен делать, а сами они просто будут этим управлять. Большая часть проблем сводится к нашему образу мышления. Вот вам пример. Если у вас есть следующие мысли, то, скорее всего, бизнес в ближайшее время, пока вы от них не избавитесь, открыть не получится. Также вы можете думать, что для старта бизнеса нужны деньги и связи. Для большого количества начинаний деньги действительно нужны, хотя бы даже для заказа первой партии товара или рекламы. Но есть и такие варианты, которые позволяют начать зарабатывать и без вложений денег. Другое дело, что придется вложить силы или время.
А связи нет, совсем не обязательно. Ну, они мне не пригодились, по крайней мере. Налоги задушат. Да, налоговое бремя для предпринимателей серьезная ноша, но нести ее вполне под силу тем, кто подходит к использованию законодательства с умом. Так, например, можно выбрать упрощенные режимы налогообложения, а онлайн-кассы взять на выгодных условиях по тарифам банка. Без предпринимательского таланта невозможно основать бизнес. Да, мы часто слышим о гениях бизнес-мира, основавших целые империи, но большая часть того, что делают бизнесмены, основана на навыках, умениях и знаниях, которые приобретаются, а не являются врожденными свойствами. В страхах нет ничего необычного и особенного, но важно все-таки их перешагнуть, если вы и впрямь собираетесь заниматься бизнесом. А чтобы было легче не сойти с правильного пути, я вам дам несколько советов для ведения своего дела. Если у вас нет опыта в бизнесе, лучше не берите кредит на это дело. Неудачи будут точно, поэтому важно большую часть из них предсказать, продумывая все заранее, как уже говорила. А что предсказать не удастся, воспринимать стойко. Важно настроиться на победу, но вот подумать свои действия в случае, если будут какие-либо неудачи, тоже нужно. Не тратьте на бизнес деньги, которые предназначались для других важных целей. Например, образование детей или неприкосновенный запас. Важно максимально объемно проанализировать свою информацию и рынок, и собственные активы. Если проект хоть чуточку кажется вам подозрительным, денег лучше в него не вкладывать. Выбирайте ту нишу, в которой у вас уже есть навыки, либо же в которой чувствуете интерес. При составлении планов всегда максимально подробно расписывайте каждый шаг. Ну а после того, как вы ознакомились с теоретическими правилами для новичков, давайте перейдем к самому главному, то есть к открытию своего бизнеса с нуля. Шаг номер 1. Нужно выбрать направление. На самом деле это непростой вопрос. Большинство людей очень сложно сделать выбор, когда он предлагается слишком большой. А направлений в бизнесе действительно очень много. Поэтому составьте список из 10 направлений, которые вам были бы близки по интересам или умениям, а потом анализировать каждую. Все это нужно для того, чтобы у вас все получилось в дальнейшем. Тем более, что для получения максимальной выгоды нужно организовать качественный сервис, работать над деталями и мелочами. Только так пользователи по достоинству оценят то, что вы им предлагаете. А если вам придется делать все это через силу, то ни о каком качестве и говорить не придется. Да и в чем тогда будет отличие от работы по найму? Еще один совет. Когда будете составлять список, не пытайтесь сначала проанализировать, сколько на это можно будет зарабатывать. На первом этапе сосредоточьтесь на том, что вы умеете и насколько это вам нравится. Второй шаг. После выбора бизнес-идеи нужно прикинуть все в цифрах, определиться с расходами и доходами, и причем с детализацией до копейки. Так, например, в торговле основными частями расходов станут это аренда, помещение, реклама, закупка продукции, налоги, зарплата работникам, ну и так далее. Все эти цифры следует отразить в бизнес-плане обязательно. И брать цифры не с головы, а использовать те, которые есть сегодня на рынке. Поэтому тщательно изучите предложения поставщиков товара. Всех, кого найдете в интернете, уточните расценки по телефону. Цены должны быть реальные. Правильно составленный план поможет в реализации вашей идеи и даст ответ на вопрос, как открыть свой бизнес с нуля. Сравните цены у себя и у конкурентов. Четкий план необходим для того, чтобы определиться с бизнес-моделью. В него должен входить еще и маркетинговый план, согласно которому будет продаваться ваш продукт. На этапе планирования требуется сделать все, чтобы бизнес приносил прибыль. Чертите чертежи и схемы с пояснениями. Это ваша инструкция, следуя которой увеличиваются шансы на успех. И помните, что ошибки полезны. Делайте выводы из своего и чужого негативного опыта и не сдавайтесь, потерпев ряд поражений. Проблемы и кризисы – это нормально. Именно они подталкивают к поиску новых решений. Планируйте. Свое дело требует не меньше дисциплины, чем работа по найму. Движение вперед невозможно без цели и конкретики. Ставьте задачи на 1 месяц, год и так далее. Действуйте, отбросьте перфекционизм. Лучше выпустить на рынок не идеальный продукт и быстро доработать в процессе, чем дать фору конкурентам и жертвовать возможностью заработка.
Анализируйте, на каждом этапе анализируйте проделанную работу. Если понимаете, что очередной шаг не приближает к цели, меняйте план. Теперь вы знаете, с чего начать свой бизнес. Я рассказала об ошибках, которые часто совершают новички, и совершала в том числе и я. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях свои вопросы или пожелания. Скоро увидимся. Пока-пока.